Привет, ребята! Это опять я, Наташа. Вы заметили, что погода за окном портится, приходит зима, и на меня опять нападает лень. Я как какой-то медведь. Мне хочется впасть в зимнюю спячку. Мне хочется укутаться в одеяло и не вылазить из своей теплой кровати. Мне вообще ничего не хочется делать. Мы уже с вами говорили о слове «лень». Уже есть такое видео. Но сегодня я хочу продолжить говорить об этом интересном явлении. Я хочу вам помочь увеличить ваш словарный запас. Сегодня мы будем говорить о синонимах и также о других словах, которые имеют корень «лень». Лень – это существительное, но из этого существительного мы можем сделать глагол, прилагательное или наречие. Вот, например, глагол «лениться». Я ленюсь что-нибудь делать. Ты всегда ленишься. В жизни главное не лениться. Захотел поспать? Поспи. Кто не ленится, хорошо зарабатывает. Не ленитесь. Не ленитесь заниматься спортом. Не ленитесь учиться. Еще есть глагол лентяйничать. В чем разница между лениться и лентяйничать? Я ленюсь что-то делать. То есть мне нужно что-то сделать, но я ленюсь, я не хочу это делать. А я лентяйничаю, значит, что я ничего не делаю. Но, наверное, мне и не надо ничего делать. Или я решил, что некоторое время я не буду ничего делать. Просто буду отдыхать. Вообще-то, лениться и лентяйничать – это синонимы, но разница есть. Вот, например, если у вас попросят, вам скажут, сходи в магазин за хлебом, то вы можете ответить ленюсь или не лень, то есть я не хочу идти в магазин за хлебом. Но вы не можете сказать лентяйничаю. Это звучит довольно странно, потому что лентяйничать – это занятие само по себе. Лентяйничать – это заниматься ничем. Так что, да, вы можете ответить на то предложение, на ту просьбу, сходи в магазин за хлебом, вы можете сказать, не могу, я сейчас занят, лентяйничаю. То есть я сейчас занят ленью, я занят ничего не деланием. Хватит лентяйничать, пора браться за работу. Ладно, идем дальше. Прилагательное. Ленивый или ленивая, если это женщина. Например, он ленивый человек. Почему я такой ленивый? Дальше у нас наречие. Лениво. Как? Лениво. Лениво что-то делать. Например, идти, работать, двигаться, начинать. Кот встал и лениво пошел на кухню. Вообще, мне кажется, что коты и лень – это одно целое. Но коты умеют так хорошо лениться, я не знаю, они чемпионы по лени. Ну вот, например, этот экземпляр, смотрите. Он встал, пошел, поел, да еще потом пошел медленно. И потом медленно вернулся обратно на свое место. И вот сейчас будет тут дрыхнуть, будет спать, лежать еще несколько часов. Дальше у нас лентяй. Лентяй – это человек, которому лень, который ленится и лентяйничает. Да? Человек, который ничего не хочет делать. Ну вот представьте, что вы поужинали вместе со своим парнем, девушкой или женой, мужем, и вот после ужина он развалился на диване, и выходит так, что вам в одиночку нужно все убрать со стола и помыть посуду. Вот же какой негодяй! Но вы не хотите все делать сами. И вы просите у своего супруга, помоги мне убрать со стола. А он такой, не хочу и не буду. Или он медленно встает и еле-еле, душа в теле, ползет к столу и нехотя, как будто не своими руками, берется за тарелку. Тяжело. Очевидно, что он ленится.
Ему лень помогать, ему лень это делать. Он просто хочет лежать на диване и больше ничего не делать. Вот для таких людей у нас есть слово «лентяй». Вот же ты какой лентяй, и не стыдно тебе. Я сейчас думаю, каких людей мы называем лентяями и в каких ситуациях. Так вот, лентяй — это такой человек, который не хочет помогать. Вокруг него может кипеть работа, все могут трудиться, а он будет лежать или сидеть и даже не подумает встать и что-то сделать, помочь другим людям. У него как бы нет ни стыда, ни совести. Как-то нормальный, адекватный человек, если бы увидел, что вот вокруг все что-то делают, он бы тоже бы встал и начал бы пробовать что-то помочь, что-то тоже сделать. А вот лентяй нет. Он будет лежать, и все нормально. И в шутку иногда таким людям говорят: вон, посмотри, начальник сидит, за работой наблюдает. Лентяй ты, не хочешь ничего делать. Если особо женского рода, то мы говорим лентяйка. Например, жена у меня лентяйка, борщ мне не хочет варить. Это кто лентяйка? Я, что ли? Он не лентяй, он работает изо всех сил. Кстати, мамы частенько называют своих детей лентяями. Жизнь заставляет. Вот, например, мама просит у своего сына: сыночек, помоги мне, пожалуйста, открыть эту банку. А сын такой: а чё, сама не можешь? Ну ладно, ща приду. И часто этот сын, вообще-то этот человек, он ничем не занимается в то время, он просто вот сидит там, телевизор смотрит, пока мама пыхтит на кухне. Но он реагирует, у него реакция такая, как будто его такого важного дела отвлекли. Ну ща, приду, подожди. Сама не может сделать. Лентяй, по-другому не назовешь. Ах да, пыхтеть значит напрягаться над чем-то. Ну, работать значит, да? Так вот, мама пыхтит на кухне, значит, она там готовит еду, вот старается, работает, там посуду моет, убирается. Вот чем-то человек занят, в смысле прикладывает усилия, делает что-то, пыхтит. Ну, вообще-то у этого слова есть такой оттенок, как бы пыхтит, это как паровоз пыхтит, тух-тух-тух-тух, знаете, там в паровозе, в поезде, там движение, постоянно движение, такое движение, так вот, и вот мама, когда она пыхтит, так вот, представляете, что вся такое движение, там и ходит быстро, и руки двигаются быстро, и все на что делает, и потому говорят пыхтит, да, пыхтит как паровоз. У слова лентяй есть куча синонимов. Этим русский язык богат. Например, бездельник или бездельница. Вы видите, что это слово состоит из без и дела. То есть бездельник – это человек без дела. Человек, который ничего не делает. Мы можем сделать глагол из этого существительного, глагол бездельничать. То есть ничего не делать, быть без дела. Да, не работать, вообще ничего не делать. Бездельничать. Что ты делаешь? Ай, да так, бездельничаю. Вы почему дома не убрались? Бездельники. Всегда так. Один работает, а все остальные бездельничают. Начальник следит, чтобы я не бездельничал. Она вышла замуж за бездельника и шалопая. Иногда вы можете услышать такое: понедельник, бездельник. Так говорят, потому что люди вялые на работе по понедельникам. Да? Вялый, как цветок. Вот когда цветок вянет, он становится вялым, то есть опускаются листья, да? Такой вялый цветочек. Так вот, вялый человек – это такой человек без энергии, без энтузиазма, без такой тоже: ой, только хочу спать. Людям тяжело работать в понедельник после бурных выходных. Кстати, слово «бурный» произошло слово «буря». Да, буря – это волны, ветер, да, и там, если вы плывете на лодке, ее кидает эту лодку. Бурные выходные – это выходные, полные происшествий.
То есть это значит, что вы не на диване лежали и фильмы смотрели, а вы веселились, вы ходили на вечеринки. То есть вы были всегда в движении, да? Все время что-то происходило, что-то интересное, что-то новое. И вот после бурных выходных, после таких выходных полных движения, люди приходят на работу усталыми и вялыми, да? Они не хотят работать. Ну и еще вы слышали слово «шалопай», да? Она вышла замуж за бездельника и шалопая. Так вот, шалопай — это то же самое, что лентяй, но для меня лично шалопай звучит хуже, чем лентяй. Потому что лентяй — это как бы человек, который просто не хочет что-то делать. А шалопай — это такой человек, который не хочет ничего хорошего делать, но еще и делать что-то нехорошее. Для меня шалопай — это как бы немножко мошенник. А мошенник — это такой человек, который добивается своих целей при помощи обмана. То есть это такой человек, который не трудится, да, не честным трудом добывает деньги, а вот обманывает других людей. Он просто ленится трудиться. Так вот, он просто добывает деньги другими способами, обманывая других. Шалопай для меня звучит негативнее. Я не знаю, в словарях я смотрела, я не нашла такого, чтобы там было бы написано, вот, шалопай, это там еще мошенники или еще что-нибудь такое. В словарях указано лентяй и шалопай синонимы. Говорю, для меня лично я никогда не говорю кому-то шалопай, потому что я считаю, что шалопай это такое крепкое слово. Унижает человека, обижает человека. Если вы хотите оскорбить человека, да, называйте шалопаем. Лентяй более звучит мягко, потому что мы все в душе лентяи немножко, да. Каждый из нас иногда ленится что-то делать. А вот шалопай это уже, да, может звучать обидно. Я и подумать не мог, что из этого шалопая когда-нибудь вырастет серьезный мужчина. Вот еще один синоним – лодырь. Лодырь и лентяй для меня это одинаково, да. Мне как бы к лодырю у меня претензий нету, я не чувствую никаких дополнительных значений у этого слова. Мне кажется, лодырь и лентяй одинаково. Так, еще у нас есть повеса. Повес это тоже бездельник, лентяй, но также шалун. То есть повеса это человек, который ленится заняться серьезным делом, но он вот постоянно веселится, там, ходит по клубам, на различные вечеринки. То есть не занимается ничем серьезным, но вот любит наслаждаться жизнью. Мы детей называем шалунами, дети шалят. Но детям это можно, потому что дети не должны работать. Дети должны играть, резвиться, бегать, прыгать. Но когда человек, взрослый, ведет себя как ребенок, то это уже неправильно. Это человек повеса. Лежебока. Вы видите, в этом слове есть лежать и бок. То есть лежебока это человек, который очень любит лежать на боку. Как только не придешь, все он лежит. Все он лежит и там телевизор смотрит, и больше ничего ему не надо, больше ничего он не хочет делать. Это лежебока. Вставай, лежебока, сколько можно спать? Ну вот и все на сегодня, ребята. Спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы узнали много новых интересных слов. Я также надеюсь, что вы будете употреблять эти слова в своей речи. Я желаю вам бурных выходных. Не ленитесь, учите русский язык. Мы увидимся снова в следующую пятницу. Пока! Я ленюсь что-нибудь делать. Я ленюсь что-нибудь делать. Я ленюсь что-нибудь делать. Ты всегда ленишься. Ты всегда ленишься. Ты всегда ленишься. В жизни главное не лениться. Захотел поспать? Поспи. В
жизни главное не лениться. Захотел поспать. Поспи. В жизни главное не лениться. Захотел поспать? Поспи. Кто не ленится, хорошо зарабатывает. Кто не ленится, хорошо зарабатывает. Кто не ленится, хорошо зарабатывает. Спортом. Не ленитесь учиться. Не ленитесь учиться. Не ленитесь учиться. Хватит лентяничать, пора браться за работу. Хватит лентяничать, пора браться за работу. Хватит лентяничать, пора браться за работу. Он ленивый человек. Он ленивый человек. Он ленивый человек. Почему я такой ленивый? Почему я такой ленивый? Почему я такой ленивый? Кот встал и лениво пошел на кухню. Кот встал и лениво пошел на кухню. Кот встал и лениво пошел на кухню. Вот же ты какой лентяй, и не стыдно тебе. Вот же ты какой лентяй, и не стыдно тебе. Вот же ты какой лентяй, и не стыдно тебе. Лентяй ты, не хочешь ничего делать. Лентяй ты, не хочешь ничего делать. Лентяй ты, не хочешь ничего делать. Например, жена у меня лентяйка, борщ мне не хочет варить. Жена у меня лентяйка, борщ мне не хочет варить. Жена у меня лентяйка, борщ мне не хочет варить. Это кто лентяйка? Я, что ли? Это кто лентяйка? Я, что ли? Это кто лентяйка? Я, что ли? Он не лентяй, он работает изо всех сил. Он не лентяй, он работает изо всех сил. Он не лентяй, он работает изо всех сил. Что ты делаешь? Ай, да так, бездельничаю. Что ты делаешь? Ай, да так, бездельничаю. Что ты делаешь? Ай, да так, бездельничаю. Вы почему дома не убрались, бездельники? Вы почему
дома не убрались. Бездельники. Вы почему дома не убрались, бездельники? Всегда так. Один работает, а все остальные бездельничают. Всегда так. Один работает, а все остальные бездельничают. Всегда так. Один работает, а все остальные бездельничают. Начальник следит, чтобы я не бездельничал. Начальник следит, чтобы я не бездельничал. Начальник следит, чтобы я не бездельничал. Она вышла замуж за бездельника и шалопая. Она вышла замуж за бездельника и шалопая. Она вышла замуж за бездельника и шалопая. Я и подумать не мог, что из этого шалопая когда-нибудь вырастет серьезный мужчина. Я и подумать не мог, что из этого шалопая когда-нибудь вырастет серьезный мужчина. Я и подумать не мог, что из этого шалопая когда-нибудь вырастет серьезный мужчина. Вставай, лежебока, сколько можно спать? Вставай, лежебока, сколько можно спать? Вставай, лежебока, сколько можно спать?